Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я Екатерина Варади, его создатель и ведущая. И сегодня я прожила 101 день после ухода от нас нашего младшего сына Ивана. И сегодня типичный случай того, что все не то, что кажется. С одной стороны, к вечеру я пришла с ощущением таким, что, знаете, ахтунг, писать, в смысле говорить сегодня совершенно не о чем, ничего не произошло. Но, как только начинаешь сосредотачиваться, да, потому что мы же договорились, я, вернее, сама с собой договорилась и с вами договорилась, что это честная запись, дневник, невозможно из слова песни не выкинешь, соответственно, что бы ни происходило или не происходило, что бы происходило и не происходило, сегодня обо всем мы говорим. Ну и как результат? Как будто бы я это когда-либо уже слышала, в этом отеле тоже не работает кондиционер. Погода жаркая. И когда мы пришли вчера ночью в комнаты, то температура в наших комнатах была 28,5 градусов по Цельсию, при том, что на улице было холоднее. Но мы подумали, окей, очень странно, что в приличном отеле, за который берут очень дорого, он, как выяснилось, вообще чуть пятизвездочный, очень странно, что обычно гостей ждут с охлажденными комнатами, ну, так во всех странах, честно говоря, было. Ну, думаю, ладно, предположим, забыли. Ну, не говоря о том, что портье или тот, кто нас встречал, тоже ни улыбки, ни добро пожаловать. Ну, ладно, ночью человек спал. Мы включаем кондиционер. Кондиционер как бы не работает. Мы спускаемся к портье, говорим, ребята, надо бы включить. Да, мы сейчас включим, но вообще у нас центральная система, и она типа работает на 24 градусах, на 24 градуса. Я говорю, знаете, вообще-то кондиционер должен охлаждать, 24 это немножко жарко. То есть, кондиционер тем и хорош, что ты заказываешь, он говорит, я ничего не могу делать. Думаю, хорошо, 24 это уже лучше, плюс мы откроем окошки. Как в результате, сегодня, когда я проснулась, в комнате у меня было 26,5 градусов. Я практически не могла спать из-за жары, то есть я все время просыпалась, я была мокрая. Надо понимать, что все люди разные. Кто-то может спать и при 30, а кто-то не может спать при 24. И именно поэтому мы всегда бронируем, то есть у меня сын такой же, муж в меньшей степени плохо, он венгер, соответственно, он нормально, в общем, в жаркой стране вырос, и ему жара нормально. Соответственно, утром, когда мы проснулись, мы все были как вялые мухи полностью, потому что даже для моего мужа, для которого жара это норма, он говорит, слушайте, я вообще не понимаю, в чем дело. То есть такое ощущение, что здесь все настолько прогрелось, что невозможно, я, говорит, не мог спать. И, соответственно, представляете себе, когда ты не спал всю жизнь, всю ночь, и ты такой весь вялый, как муха, такой какой-то, соображаешь тяжело, все это как-то так медленно. И самое главное, что днем жара уже не помогает абсолютно с утра в окна солнца, то есть уже открытые окна не помогают, кондиционеры не работают далее. Мы решаем попытать счастье внизу у менеджмента отеля. Мы говорим о том, что так, ребята, у нас 3 комнаты, во всех 3 не работает кондиционер. Сейчас я вам пошлю человека, который вам поможет. Приходят люди к нам, говорят, все работает. Мы говорим, да, 26,5 градусов. Да, мы понимаем, но у нас кондиционер, он работает на полную мощность, больше мощности он не выдает, мы вам можем принести вентилятор. На что мы сказали, спасибо большое, если бы нам нужен был отель с вентилятором, мы, безусловно, купили его, отель с вентилятором, но мы приобретали отель, извините, с кондиционером. Он у вас фигурирует как отель, предоставляющий определенные услуги. И у нас всего было 3 фильтра, которые мы выбирали. Это парковка, нахождение с собакой и кондиционер. Вообще кондиционер это критически важно для меня в принципе всегда. То есть я просто не сплю, когда плохая погода, когда жарко. Они говорят, да, мы ничего не можем сделать, мы сейчас узнаем, можем ли вас переселить в другой корпус. В общем, невозможно, терпите, ребята. И мы так посидели, подумали, и что мы написали письмо в Booking с жалобой. Потом сообщили об этом внизу на рецепции, сказали, знаете, мы решили уехать, мы тоже действительно решили завтра уехать, потому что за собственные деньги жить в сауне совершенно не хочется, и причем с каждым днем, сегодня Саша говорит, мне уже сегодня намного хуже, чем было вчера, то есть завтра обещают более жаркую погоду, будет еще хуже, ладно.
И как вишенка на торте, видео, которое я записывала, 15-минутное, загружалось то ли 4,5, то ли 5 часов, что, как вы понимаете, не прибавило мне хорошего настроения, потому что в нормальной ситуации для заливки такого видео нужно минут, наверное, 5-10. То есть, ну, в данном случае это я еще перевела на собственный телефон, потому что Wi-Fi отеля вообще не фурычит. Да, единственный, так сказать, смешной момент во всей этой истории — это то, что Джек мой пошел в народ. В каком плане? Он вот в предыдущих гостиницах он себя вел прекрасно. Здесь он, ну, я вот сейчас думаю, почему он себя вел прекрасно. Я думаю, потому что там были тяжелые двери, он не мог их открыть. Здесь он моментально просек, что он может открыть дверь, то есть подойти и открыть лапой ручку, потянуть на себя дверь. И, соответственно, вчера я хорошо увидела это, потому что я думала, что он пошел в соседнюю комнату к мужу или к Саше. Нет, он вперед, отель такой огромный, знаете, огромная такая вилла многоэтажная, то есть это, видно, строилось под какой-то суперотель, то есть там куча коридоров, коридорчиков и так далее. Только вот я выскакиваю за Джеком, его уже нигде. Я несусь по коридору, хорошо, что я успеваю его схватить, говорю, ну-ка, Джек, пошли обратно, схватил его за ошейник, который, слава богу, не сняла, и, значит, привожу его в комнату. Думаю, хорошо, сделаем то, что помогает дома. Беру кресло, придвигаю его к двери, так, чтобы он не мог достать ручку. И спокойно отправляюсь в душ. Выхожу из душа. Дверь открыта, кресло отодвинуто, Джека нет. Думаю, кстати, это было уже утро, то есть я ложилась, из-за того, что видео записывалось безумное количество времени, там было уже типа 7 часов утра, я как раз собиралась лечь. Думаю, да что ж такое-то? А отель стоит, ну, во-первых, Джек большой, его боятся люди. Особенно почему-то в Чехии от него шарахаются. Хотя, на мой взгляд, он совершенно злобным не кажется. И он вообще посреди леса стоит. То есть, если Джек убежит, там могут быть и кабаны, и кто угодно. Так-то я знаю, что он дорогу найдет обратно и никуда не потеряется. Но все равно как бы не хотелось испытывать судьбу. И вот я бегу в ночной рубашке. Хорошо, что у меня ночная рубашка, она в принципе похожа на летнее платье. Я в ночной рубашке рысью несусь по коридорам. Джека нигде нет. И потом я дохожу до такого места, у нас часть этажа, она как, знаете, как галерея, и можно посмотреть на то, что происходит внизу. Смотрю внизу, сначала никого нет, потом появляется Джек, спокойной походкой, подходит к лифту, там же лифта ждут люди, явно завтракать собирающиеся. И Джек сидит с ними, стоит рядом с ними с явным желанием сесть в лифт и уехать. Люди, ошалевшие, совершенно молчат, по-моему, просто онемели, потому что боятся сказать. Потому что, ну, собака, кто знает, как она среагирует. И я, слышу, в ночной рубашке сверху шиплю на него: «Джек, иди сюда!» Ну, Джек тут увидел, что это самое, что явно смыться не удастся, отошел от лифта и пошел куда-то. Я думаю, бедная собака, думаю, наверное, он не найдет лестницу. Ага, сейчас, это я не знала, где лестница. Джек прекрасно знал, где лестница, он через 30 секунд он уже появился у меня с таким видом, знаете, ну, не сказать, что виноватым, но, в общем, понятно, что я понимаю, что не то. Я на него бу-бу-бу, так не делать нельзя. Пришла, запихала его, значит, в комнату, он не хотел идти. Задвинула креслом, потом взгромоздила сверху здоровенный чемодан, то есть забаррикадировалась по полной программе. Потом думаю, у Джека вид непокоренный, то есть, в принципе, чувствуется, что он не согласен с принятым мной решением. Я думаю, а что делать? Вот завтра утром они его заберут, потому что я же сплю дольше, я ложусь позже, сплю дольше. И они не будут знать. Я всем накатываю быстрые сообщения, подробные, мужу в WhatsApp, сыну в Telegram, что он делает и на что нужно обращать внимание. И вообще, чтобы они не пугались, когда увидят утром забаррикадированную дверь. И я все время думаю, боже мой, как же жалко, что Ванька этого не видел, он бы смеялся до слез. Но с другой стороны вопрос, а не видел ли? Потому что вот вчера я помолилась, и у меня сегодня полное ощущение, что Ванька уже здесь с нами. То есть, вы знаете, вот нет такого, как было вчера, ощущения пустоты. И вот, на самом деле, смотрите. С одной стороны, больше говорить не о чем. И вроде пустой выпуск получается, да? А вот если посмотреть с другой стороны, то на самом деле, вот когда у тебя в таком горе проходит день так, что у тебя не о чем писать, не о чем говорить, и не произошло ничего страшного, не было слез, не было грусти. То есть, ну,
какая-то была, естественно, она все время с нами, но не было никаких, то это получается подарок. Это в наших условиях просто подарок, что такие дни есть. И, собственно говоря, именно поэтому я назвала выпуск «Скука, может быть, скука – это подарок», потому что, да, мы живем сейчас в таких условиях, что для нас, когда мысли варят тяжело, когда ты не можешь ни о чем думать, когда ты не можешь ни о чем плакать, это хорошо, потому что это дает тебе ту благословенную передышку. И слава Богу, спасибо Господу Богу за кондиционер, за наше решение уехать, за Джека, который нам все равно дал кучу позитивных эмоций. То есть все не то, что кажется с первого взгляда. И поверьте, вот до этого вывода я дошла только что, когда решила, что надо таки сесть и записать это видео. Друзья мои, давайте я вам пожелаю и себе заодно, чтобы таких скучных дней, когда ничего не происходит, и главное, не происходит всплесков горя, у нас с вами было побольше. При том, что вот она фотография, я Ваню помню, я Ване горюю, но сегодняшний день тот, которому я рада. Спасибо ему большое. Спасибо большое вам за то, что вы были со мной. Я вас всех очень люблю, я вам всем очень сочувствую, я вас обнимаю. Но давайте пробовать так, чтобы у нас этих дней было меньше, было больше. Таких пустых ни о чем, без острых всплесков беды и горя. Я держу за вас кулачки. Я думаю, что у нас с вами вместе все получится. До свидания, мои дорогие.